Правда ли, что состояние здоровья Джина из BTS после концерта в Амстердаме вызвало тревогу, пока Чингук наконец не высказался открыто? Этот вопрос всколыхнул вселенную ARMY по всему миру после появления новостей, которые не только шокировали, но и породили огромный знак вопроса. Как возможно, что посреди эйфории от международного тура BTS возникает столь тревожный сигнал о здоровье одного из самых старших участников группы? Еще более удивительным стало то, что внутренний источник отметил, Тэхён выглядел по-настоящему обеспокоенным, словно это было что-то большее, чем обычная усталость. Слухи о состоянии Джина начали распространяться вскоре после яркого и энергичного выступления BTS в Амстердаме. Но за аплодисментами публики камеры уловили иные выражения лиц участников. Чингук, обычно уверенный и жизнерадостный, внезапно сделал жест, словно сдерживая эмоции. Ситуация накалилась еще больше, когда поклонники стали распространять видеофрагменты, где Джин будто бы на мгновение теряет концентрацию на сцене. Совпадение это или тревожный знак? В конце концов Чингук решил дать комментарий. В общении с фанатами он признался, что беспокоится о состоянии Джина после концерта в Нидерландах. Он отметил, что не может спокойно наблюдать за распространением диких спекуляций, но подробностей не раскрыл. Эта размытая формулировка лишь усилила любопытство публики. Почему Чингук сдерживается? Скрывается ли информация, не предназначенная для огласки? Тэхён же оказался в центре внимания. Поклонники заметили, как часто и внимательно он поглядывал на Джина во время концерта. На фотографиях отчетливо видно выражение тревоги на его лице. После выступления Тэхён ограничился лишь короткой публикацией в социальных сетях, не упомянув состояние товарища. Эта молчаливость подтолкнула многих к мысли, что он сознательно сдерживает информацию, чтобы избежать паники. Но разве молчание не рождает еще больше вопросов? В глобальном сообществе ARMY тема разрослась мгновенно. Международные форумы заполнились анализами возможных причин, по которым Джин выглядел уставшим. Одни утверждали, что все объясняется перегруженным графиком, другие допускали более серьезные проблемы, от расстройств сна и психического напряжения до комплексных медицинских состояний. Усилили подозрения и слова Чингука. Его выбор слова «беспокоюсь» фанаты сочли слишком серьезным, чтобы речь шла лишь об усталости. Авторитет ситуации подкрепили сообщения ряда южнокорейских СМИ, где утверждалось, что сотрудники HYBE проявляли повышенное внимание к Джину за кулисами. Хотя агентство официально это не подтвердило, сам факт утечек усилил волну сомнений. Как простой слух мог получить косвенное признание со стороны крупных медиа? Для фанатов это было не просто новостью о здоровье кумира, это стало личным ударом. Отсутствие ясной информации лишь усиливало разочарование. ARMY требовали официального разъяснения, но к моменту написания статьи HYBE так и не опубликовала четкое заявление. Почему компания выбрала молчание? Ждут ли они, пока ситуация уляжется, или же не готовы раскрывать всю правду? Чингук же сделал шаг навстречу фанатам, он подчеркнул, что полностью поддерживает Джина в отдыхе и восстановлении. Его слова прозвучали эмоционально, будто это не просто комментарий коллеги, а признание искренне заботящегося близкого человека. Фанаты восприняли это двояко. С одной стороны, облегчение от того, что озвучена реальная забота, с другой — тревогу, ведь это означает, что проблемы Джина нельзя воспринимать легко. Тем временем Тэхён вел себя иначе. В публичных взаимодействиях он ни разу прямо не упомянул о состоянии Джина, но его лицо при вопросах фанатов было красноречивее слов. Эти кадры мгновенно разлетелись по соцсетям, усиливая вопрос, что именно знает Тэхён о Джине, чего не знают поклонники. Ситуация вызвала даже академические дискуссии о прозрачности в корейской индустрии развлечений. Многие аналитики отмечают, компании часто стремятся сохранить идеальный образ, скрывая проблемы со здоровьем артистов. Но в случае BTS, обладающих колоссальной мировой фан-базой, подобная стратегия может вызвать обратный эффект – массовую панику. Возникает дилемма, лучше ли прояснить все сразу или дождаться стабилизации состояния. Тем временем ARMY остается единым в поддержке. Хэштеги в поддержку Джина стали трендом в десятках стран, показывая, насколько глубоко эта ситуация затронула миллионы людей.
Каждое слово Чингука и малейшие действия Тэхёна анализируются фанатами, словно в них скрыт ключ к правде. Это лишь подтверждает, ARMY — это не просто фан-база, а сообщество, которое эмоционально связано со своими кумирами. Тайна здоровья Джина остается нераскрытой. Чингук уже высказался, Тэхён выглядит встревоженным, а ARMY продолжает требовать ответа. Но чем дольше молчание HYBE, тем больше простора для слухов. Это всего лишь усталость или действительно серьезная проблема? Даст ли агентство вскоре разъяснение или выберет стратегию молчания? И возможно ли, что грандиозный концерт в Амстердаме оставил после себя не только эйфорию, но и тень беспокойства? Эти вопросы стали центром мировой дискуссии после того, как блистательное шоу BTS на европейской сцене неожиданно превратилось в повод для сомнений о здоровье Джина. Видео, фотографии и свидетельства фанатов лишь подогрели обсуждение. Самое же важное, Чингук признался в тревоге, а Тэхён не смог скрыть своих эмоций. С тех пор весь мир наблюдает за малейшими изменениями. В начале концерта Джин сиял энергией, улыбался и приветствовал публику, но ближе к середине многие зрители заметили перемены. Он чаще переводил дыхание, смотрел вниз, словно пытаясь преодолеть дискомфорт. Эти кадры, снятые фанатскими камерами, стали вирусными и вызвали жаркие споры. Чингук, известный своей искренностью, в короткой трансляции на Уиверс сказал прямо, он волнуется за Джина. Слово «волнуется» прозвучало твердо и придало вес спекуляциям. Если бы речь шла лишь об усталости, стал бы он говорить так серьезно? Тэхён тоже не остался в стороне, его частые взгляды на Джина и серьезное выражение лица во время концерта были слишком очевидны. А после выступления, комментируя опыт амстердамского шоу, он ограничился общими словами о радости выступать перед европейской ARMY, не сказав ни слова о Джине. Именно это молчание породило новые подозрения, не скрывает ли HYBE что-то важное. В индустрии, где каждое сообщение тщательно фильтруется, отсутствие официальной реакции выглядит особенно странно. Почему, когда слухи набирают такие обороты, компания хранит молчание? Аналитики уверены, HYBE оказалась в ловушке. С одной стороны, нужно уважать личное пространство артиста и не сеять панику. С другой, затянутая тишина лишь усиливает недоверие и подпитывает слухи. И именно это происходит сейчас. ARMY на Twitter, TikTok и Reddit строят всевозможные теории, от банальной усталости до серьезных медицинских проблем. Не стоит забывать и о том, что мировой тур требует от участников невероятной выносливости. Постоянные переезды, физическая нагрузка и психологическое давление из-за ожиданий публики могут отразиться даже на самых сильных. И хотя Джин всегда славился стойкостью и профессионализмом, он тоже человек.